Глава 231. Фигура из темноты сделала шаг вперед, наконец показавшись в свете огня. Лицо Муцина мрачнело, он не произносил ни слова, а Фэн Синь, схватив селяня, добавил: «Пока я в столице бессмертных занимался себе поисками, кто-то нанес мне удар, подкравшись со спины, иначе как, по-твоему, я мог потерять сознание?» Мысли в голове селяня замелькали вереницей, он поморгал и уточнил: «Это он тебя ударил?» Фэн Синь уверенно ответил: «Ошибки быть не может. Это точно он, а после того, как он на тебя напал, ты сразу потерял сознание, примерно так и было. В любом случае, ваше высочество, берегись и либо не приближайся к нему, либо хватай его, не дай уйти». Муцин не выдержал. «Да чтоб тебя!» Селянь торопливо перебил: «Постой. Фэн Синь, в том-то и проблема. Раз он напал на тебя со спины, а потом ты сразу потерял сознание. Откуда ты мог узнать, что нападавшим был именно Муцин?» Фэн Синь застыл, явно не ожидавший такого вопроса. Муцин же сразу схватился за возможность вставить слово и хмыкнул. В тот момент, когда столицу бессмертных охватил пожар, началась такая паника, что кто угодно по неосторожности мог толкнуть тебя в спину, ничего удивительного. Но тебе обязательно нужно свалить все на меня. Ты что, не можешь признать, что ошибся? Фэн Синь же, не отпуская принца, поднялся и мрачно произнес: «Нет, это точно был ты, с чего ты так уверен?» Фэн Синь отчеканил: «В том и дело, что когда столица бессмертных загорелась, повсюду полыхало пламя, и на земле отразилась тень того, кто на меня напал. Я не успел обернуться, но видел силуэт и прием нападавшего. Тень принадлежала именно тебе». Принц задумчиво слушал их словесную перепалку. Муцин не собирался сдаваться. «В любом случае, ты все же не видел своими глазами. Тень может искажаться, что вполне нормально, и ты по одной только тени определил, что это был я. Что ты там мог различить, теряя сознание, тебе самому прекрасно известно, мог ли я определить по одной лишь тени. И его высочеству тоже». Селянь действительно прекрасно был об этом осведомлен. Что ни говори, а они втроем выросли и совершенствовались в заклинательстве бок о бок, и как никто другой знали силуэты и приемы друг друга. Даже не видя лица, они могли узнать друг друга почти безошибочно. Фэн Синь продолжил: «Ваше высочество, вы ведь пришли сюда вместе. Не совершал ли он чего-то подозрительного по пути?» Ну, по правде говоря, Муцин действительно всю дорогу вел себя подозрительно, явно охваченный беспокойством. Но в подобных обстоятельствах селянь не мог сказать этого при Муцине. Фэн Синь воскликнул: «Нет. Если подумать как следует, подозрителен сам факт его присутствия здесь. Как он, с его-то характером, мог вызваться вместе с вами пойти спасать кого-то, рискуя жизнью?» Это действительно Муцин. Лицо Муцина сделалось еще мрачнее. Нельзя делать столь категоричные заявления. Завести ребенка — вот что не похоже на тебя, но ведь ребенок все же появился. Селянь, чувствуя, что разговор повернул в неверном направлении, поспешно вмешался: «Ну все, довольно ссориться. Если продолжите, я заставлю вас играть в слова, чтобы успокоились». Муцин не унимался: «И вообще, если это я напал на тебя, к чему мне было тратить столько сил, чтобы отправиться с ними на твои поиски?» Фэн Синь парировал: «Потому что ты не предполагал, что я все равно тебя узнаю, несмотря на удар со спины. Кроме того, неизвестно еще, что это за проклятое место. Ты мог заманить сюда его высочество и остальных вовсе не ради моего спасения. Ведь по пути собиратель цветов под кровавым дождем куда-то пропал. Я прав? Хочешь сказать, что я самозванец, который намеренно заманил его высочество и остальных в опаснейшую ловушку? Мои извинения, но его высочество и собиратель цветов под кровавым дождем все это время шли со мной рядом, и будь я самозванцем, они не могли этого не заметить». «Это действительно так», — вставил селянь. Однако речь шла о Муцине по пути сюда. Но когда они попали в подземный дворец, кто знает, вдруг Муцина подменили, пока все отвлеклись. Тут уж нельзя сказать наверняка. Изучая Фэн Синя взглядом, Муцин произнес: «Ваше высочество, мне думается, что лучше тебе все-таки держаться от него подальше. Ведь когда мы здесь оказались, он уже лежал тут, собиратель цветов под кровавым дождем исчез,
а этот тип вдруг вскочил и принялся разжигать ссору. Он явно больше похож на самозванца. Безликий Бай однажды уже принимал облик двоих помощников принца, повторить этот трюк ему не составило бы труда. Селянь, потирая точку между бровей, предложил: «Давайте поступим так. Вы скажете мне одну вещь, которую можем знать только мы втроем, чтобы проверить, кто настоящий». «Что именно?» — спросил Му Цин. Подумав, принц выбрал один вариант, что вы прокричали друг другу на вершине снежной горы. После этих слов принца лица Фэн Синя и Му Цина словно окаменели. Селянь, спрятав руки в рукава, добавил: «Если ваши версии не совпадут, это будет означать, что один из вас не настоящий. Для начала определимся, кто есть кто, после обсудим остальное». Двое переглянулись, но оба промолчали, отчего принц, которому сперва было не так уж интересно, что же они такого сказали за его спиной, теперь испытал невольное любопытство. Спустя некоторое время Фэн Синь, так и не ответив на вопрос Селяня, произнес: «Вы упускаете одну важную деталь. Я вовсе не подозреваю, что он самозванец». Му Цин сощурился. «И что ты хочешь этим сказать?» Фэн Синь сказал прямо: «Я с самого начала понял, что он настоящий. Просто он всегда относился к нам недружелюбно, поэтому ничего удивительного в таком поступке нет». Ладони Му Цина до хруста сжались в кулаки, он замахнулся и нанес удар. Фэн Синь, будучи раненым, с трудом успел увернуться. Они принялись драться, и хотя Селянь предполагал, что подобное может случиться, все же у него разболелась голова от переживаний. «Успокойтесь. Может, все-таки в слова сыграем», стоило им развязать бой, и Селянь ощутил, как ци-убийство вокруг сделалось еще тяжелее. Несколько сгустков пламени, полетевших в разные стороны, озарили зал, и принц наконец разглядел, что повсюду вокруг, на стенах и на подставках, громоздятся ряды всевозможного оружия, от которого исходит холодная аура. Так значит, они в оружейной. Поэтому со всех сторон веяло ледяной ци-убийство. Когда-то у Селяня тоже имелся такой склад, и он очень любил свою коллекцию, проводя среди оружия много времени. Но это место вызывало исключительно неприятные ощущения, здесь не хотелось задерживаться надолго. Вот только принц не мог сразу определить, кому из этих двоих стоит поверить, кому следует помочь. По правде говоря, оба вели себя крайне подозрительно. В конце концов Селянь выкрикнул: «Жайо, для начала стоит связать обоих, а потом разбираться». Жайо, которая долго ждала момента, чтобы показать себя во всей красе, наконец получила такой шанс. Но стоило белой ленте вылететь вперед, и Селянь ощутил холодную волну, распространившуюся из-за спины. Принц немедля схватил ленту и хлестнул назад, сменив направление атаки. Жайо за что-то ухватилась, но Селянь, резко дернув ленту на себя, не сдвинул это что-то с места. Селянь помрачнел, а в следующий миг его, напротив, потянуло за другой конец Жайо, и он натолкнулся спиной на что-то крепкое, как будто кто-то заключил его в объятия, да еще нечто ледяное коснулось поясницы. Принц хоть и был на вид не слишком крепкого сложения, все же силой отличался поразительной. Как противник столь легко смог притянуть его к себе, не будучи какой-нибудь громадиной, Селянь приготовился дать отпор, однако чья-то рука обняла его за талию, а над головой раздался голос: «ГГ, это я». Сань Лан, и в самом деле, опустив взгляд, принц увидел на руке, обнявшей его, серебряные наручи с резными кленовыми листьями, бабочками и хищными зверями, затем обернулся и обнаружил, что его поймал высокий и стройный мужчина в красных одеждах, спокойный и невозмутимый, с изогнутой серебристой саблей на поясе. Именно рукоять этой сабли, должно быть, только что коснулась поясницы принца. Хуачен, Селянь сразу понял, что произошло. Выходит, Жайо сама только что потянула принца к Хуачену, поэтому, против силы обоих, принц ничего не смог поделать, оказался вмиг притянут. Приняв устойчивое положение, он, потрясенный до потери дара речи, взял в руки Жайо со словами: «Живешь за счет одного, а служишь другому». Но Жайо теперь не шевелилась, решила притвориться мертвой. Селянь, не желая с ней говорить, отбросил ленту и обратился к Хуачену: «Сань Лан, что случилось? Ты ведь все время шел за мной. А где наставник? Это место полно опасностей.
Мы дошли до половины, и путь оказался закрыт, назад тоже нельзя было повернуть. Мы столкнулись с кое-какой трудностью, пришлось потратить немного времени, чтобы с ней разобраться. Раз даже Хуачен воспринял нечто как трудность, значит, напасть действительно была серьезная. Селянь, ощущая беспокойство, но не показывая этого, спросил: «Все в порядке, разумеется». Вот только советник куда-то пропал. Боюсь, придется продвигаться дальше, чтобы найти его. Кстати, почему эти двое подрались? Такого шума наделали. Ах, они, Фэн Синь и Му Цин, тем временем наконец заметили появление Хуачена, и Му Цин сразу выкрикнул: «Эй! Ты там поосторожнее!» Не стоит бездумно приближаться к тому, кто так внезапно появляется из ниоткуда. Двое временно прекратили драку, и Фэн Синь тоже воскликнул: «Ваше Высочество, вовсе не обязательно кидаться к нему сразу же, только покажись он тебе на глаза». Селянь поспешил объяснить, что значит кидаться к нему, только покажись он на глаза. Это не я к нему кинулся, а Жайо. Тут принц наконец понял, почему эти двое так разволновались. Если существует вероятность, что Фэн Синя и Му Цина подменили, в таком случае подозрение падает и на Хуачена. Возникает вопрос: тот, кто стоит сейчас рядом с принцем, действительно настоящий Хуачен? Хуачен приподнял бровь. «Значит, теперь ты подозреваешь, что я не настоящий, верно?» Селянь, подставив руку под локоть и, подперев щеку ладонью, принялся внимательно его изучать. Хуачен заметил его взгляд и уставился на принца в ответ. Селянь от его взгляда не смог продолжать осмотр, ненадолго задумался и пришел к выводу, о котором тут же сообщил Фэн Синю и Му Цину: «Мне кажется, он настоящий». Му Цин же безрадостно возразил: «Тебе кажется, но ты способен ошибиться. Не забывай, где мы находимся, в гнезде безликого Бая, здесь что угодно может произойти. Придумай способ его испытать». Хуачен с улыбкой произнес: «Ах, это очень просто. ГГ, подойди, у меня есть один прекрасный способ, который поможет тебе сразу все выяснить». Селянь послушно подошел и, как прилежный ученик, поинтересовался: «Что за прекрасный способ?» Му Цин выкрикнул: «Хватит делать все, что он тебе говорит. Сейчас мы вообще-то подозреваем, что он самозванец». Хуачен сказал принцу: «Скажи мне первую часть моего пароля для духовного общения, а я дополню вторую, так ты и узнаешь, настоящий я или нет». Двое обменялись фразами друг другу на ухо. Селянь повернулся, тихо кашлянул и сообщил Фэн Синю и Му Цину: он настоящий». При этом Фэн Синь наконец немного расслабился, а Му Цин с недоверием спросил: «Ты уверен?» «Только не надо терять голову от одного только взгляда на него. Я сразу вам сказал, что он настоящий, ошибки быть не может. Почему вы то и дело говорите обо мне так, словно я совсем...» «Ладно, проблема решена», — перебил Хуачен. «Кстати говоря, ГГ, ты так и не ответил, почему они подрались». Селянь в двух словах объяснил Хуачену, что случилось, и закрыл лоб рукой. Так все и было. По правде говоря, я просто не представляю, кто из них вызывает меньше всего доверия. Что тут спрашивать? «Разумеется, он», — ответил Хуачен, указав на Му Цина. Тот огрызнулся: «Довольно плеваться кровью в других, у вас совсем нет границ, как я посмотрю. Прекратите спихивать на мою голову все, какая бы беда ни случилась». «Хорошо», — согласился Хуачен. «В таком случае я задам тебе один вопрос. Что это у тебя на запястье?» Му Цин при этих словах переменился в лице и немедля шагнул назад, но Фэн Синь оказался проворнее и схватил его за руку. На запястье Му Цина открылась проклятая канга. Тот, бросив на Фэн Синя яростный взгляд, со злостью отпихнул его руку, при этом на лбу у Му Цина вздулись синие вены. Селянь, глядя на кангу, опустил скрещенные на груди руки и растерянно проговорил: «Му Цин, у тебя на руке». Тот лишь мрачнел, не произнося ни слова. Тогда заговорил Хуачен: «Советую тебе честно ответить на вопросы, зачем Цзюнь-У позвал тебя в свой дворец? Что он тебе сказал? Почему он отнесся к тебе лучше, чем к другим небесным чиновникам, и ты смог уйти целым и невредимым? И почему ты повел себя столь несвойственно, вызвавшись пойти на гору Тунлу спасать кого-то?
Откуда на тебе проклятая канга? Для чего ты заманил нас сюда, Муцин?» Понимая, что положение складывается неблагоприятное, отступил на шаг и поспешно ответил: «Стойте! Не спешите нападать. Сначала выслушайте меня». Хуачен сделал пригласительный жест: «Прошу». «Говори». Фэн Синь вмешался: «Первым делом ответь, это ты меня ударил». Помолчав, Муцин наконец сквозь зубы прошипел: «Считай, что я». Но все было не так, как вы думаете. Фэн Синь в гневе занес руку, но Селянь остановил: «Пусть договорит».